Я дочитала книгу профессора прикладной математики и статистики Акио Накатани «Объект смерти» от 2017 года. На русском ее нет, так что надеюсь, что мой пересказ углубит ваше понимание того, что ядерных взрывов не существует. По имени автора уже понятно, что он будет разбирать эту тему через призму Хиросимы и Нагасаки. Ну и хорошо, поскольку это единственное, что появляется на уме любого, кто впервые слышит о возможности ядерного фейка. Пора забрать у них этот эмоциональный якорь и заменить автоматическую реакцию на нормальное мышление. Посмотрим, что останется, если убрать этот заученный талисман, за который ну так удобно прятаться. Книгу советую купить, даже если ваш английский желает лучшего, ну вот и потренируете. Просто я в своих коротких видео по определению не могу передать все точно, а разбору на катании конкретный и по факту. Я всю книгу ждала, неужели он упустит самое главное? Не его задача доказывать, что чего-то не существует. Отрицание не доказывают. Доказывают те, кто делает положительное утверждение. Если кто-то заявляет, что ядерные бомбы существуют, именно на них лежит обязанность это обосновать, а не на всех остальных опровергать. И он меня не разочаровал. На последней странице «The job of proof falls to those who assert the existence of the superweapons». Обязанность доказывать лежит на тех, кто заявляет о существовании этих сверхоружий. Это не вопрос мнений или позиций, это минимальная гигиена мышления, без которого любое обсуждение превратится в абсурд. Тот, кто утверждает, тот и доказывает, а не наоборот. Если переложить бремя доказательства на скептика, то любая гипотеза автоматически превратится в истину. Не потому что доказано, а потому что ее никто не опровергнул. А отрицание по своей природе бесконечно. Невозможно доказать отсутствие чего-либо в принципе. Можно просто показать отсутствие доказательств. Поэтому правильно он здесь пишет, скептики, хотя постойте, кто здесь вообще настоящий скептик, могут возразить, что в этой книге приведены лишь косвенные доказательства, без прямого подтверждения. Ну конечно, а как иначе? Прямые подтверждения требуются именно от тех, кто заявляет, что некий объект или явление существует. А скептическая позиция – это не доказать, что чего-то нет, а указать на то, что предоставленных доказательств недостаточно или они неубедительны. Начнем с понятий. То, что ядерное оружие не работает, ничего не говорит о ядерной энергетике. Например, на электростанциях или в двигателях подводных лодок. Электроэнергию можно получать посредством медленных и контролируемых реакций ядерного деления, которые генерируют тепло для паровых турбин. То есть автор рассматривает исключительно предполагаемое явление неконтролируемых ядерных цепных реакций, высвобождающих огромный заряд атомной энергии за наносекунды, испаряя все на своем пути, якобы принцип работы ядерного оружия. Вот и прошло уже более 70 лет, 16 июля 1945 прошел 81 год уже, и имеется в виду испытание Тринити, это якобы первое испытание ядерного оружия. Человечество не изменилось, философ Сантаяна говорил, что только мертвые видели конец войн, и это тоже не изменилось. Казалось бы, имея под завязку этих сверхоружий, мы уже давно должны были бы уничтожить друг друга, но этого не произошло. Почему? Очень хороший вопрос, мне кажется, ключевой. Я спросила у ChatGPT посчитать вероятность, если предположить, что ядерная бомба существует, того, что ее бы взорвали за это время. Ответ 99%. То есть получается, что у тех, кто верит в ядерное оружие, все держится на крайне малой вероятности успешного исхода в условно 1%. Я взрослый человек и не верю в апелляцию бесконечной удачи. Сначала Big Bang расположил нашу удачливую планету четко так, как надо для жизни. Потом мы, слава богу, эволюционировали из рыб в таких вот умных людей, которые во все это верят. Слишком длинная цепочка чудес, и я не ведусь ни на одну из них. Несмотря на доказательства существования, в кавычках, в виде Тринити, Хиросимы и Нагасаки, а также тысячи ядерных испытаний по всему миру с тех пор, технические специалисты за пределами ядерного клуба якобы слишком глупы, чтобы воспроизвести бомбу методом обратного проектирования. Это он о том, что якобы ядерная бомба не была взорвана, так как это высокосекретная технология и круг использования очень узкий. Вам не напоминает это полет на Луну в 1969-м? Получается странная картина. В целом мы стали кратно сложнее и эффективнее во всем, но в отдельных ключевых моментах мы разучились. На Луну больше полететь не можем, а атомные бомбы делать слишком трудно. Очень избирательный прогресс, который останавливается лишь там, где лучше не задавать лишних вопросов. Если сравнить с мощностью моего компьютера, те вычислительные силы, с помощью которых в середине 20 века
разработали ядерное оружие. Будет очевидно, что они использовали ручные симуляции, как в каменном веке. И тем не менее, именно в этих условиях якобы создавались технологии, которые сегодня воспринимаются как крайне невоспроизводимые и предельно сложные. Один мой MacBook сильнее, чем все, что у них было тогда вместе взятое. Так что я не покупаю байку о том, что пара любых нердов не смогла бы симулировать и воссоздать атомное оружие. Конечно, смогла бы, если бы оно было возможным. Для наглядности, самая крутая машина 1945-го — это просто большой диван на колесах с мотором. Полминуты разгона до 100 км в час. По сравнению с сегодняшней какой-нибудь Bugatti Mistral, 1,5 секунды разгона до 100 км в час. Любой среднестатистический человек сегодня имеет доступ к MacBook или ПК с вычислительной мощностью и объемом памяти, которые в миллионы раз превосходят все оборудование Манхэттенского проекта. Это тот проект, который привел к Тринити. Его университетские исследовательские группы и промышленных партнеров вместе взятые. Доступное программное обеспечение для моделирования превосходит эти ресурсы. Оно, по сути, бесплатно предоставляет аналитические возможности, значительно превышающие расчетную работу всех физиков Манхэттенского проекта. Эти несравнимо более мощные базовые ресурсы в сочетании с более чем 7 десятилетиями, 8, накопленных открытых знаний ставят любителя-моделиста на световые годы впереди Манхэттенского проекта в его рассвете. И если Бета мог за несколько минут с помощью логарифмической линейки исключить сценарий «Сжечь небо», то целеустремленный моделист способен раскрыть секрет взрывного деления, используя перечисленные выше ресурсы. Но не сделал этого, потому что ядерное оружие не работает. А физик Ханс Бета, который он здесь упоминает, уже тогда проверил идею «Сжечь небо» и показал, что она физически невозможна. Если мы за 80 лет не увидели независимых, проверяемых, воспроизводимых подтверждений на уровне, который соответствует масштабу заявлений, то вопрос смещается не в сторону, а почему этого никто не повторил, а в сторону, а вообще, насколько корректно изначальное утверждение. Я ничего не отрицаю, а переворачиваю бремя доказательства обратно туда, где ему и место. Вправе я требовать, чтобы каждое громкое утверждение было обосновано на том уровне, на котором заявлено. Публично доступные симуляции отдельных аспектов ядерного деления создавались и раньше. Но это скорее игрушки, потому что они изначально принимают реальность взрывного деления и направляют основное моделирование на создание визуально эффективной демонстрации, поддерживающей это исходное предположение. Те немногие параметры, которые дают пользователю для настройки, количество делящегося вещества, степень сжатия, коэффициенты диффузии нейтронов и т.д. полностью вытекают из первоначального безусловного принятия этого предположения. Они предполагают именно то, что пытаются доказать. Это логика по кругу. Исходное предположение становится и стартом, и доказательством. Собака гоняется за собственным хвостом. Как ни считай, придешь туда же, откуда начал. Только к реальности это имеет слабое отношение. Мне понравилось, как на Катане называют все это игрушками. Так и есть. Современные публично доступные программные симуляции и демонстрации ядерного деления – это игрушки. Если хочешь настоящую симуляцию, то нужно убрать исходное допущение, что ядерный взрыв должен произойти, и требовать его как результат, а не закладывать заранее как условие. Не надо вшивать результат в исходное допущение. Для меня самым удивительным в тесте Тринити было то, что устройство взорвалось мощно и идеально с первого раза. Взрывчатая оболочка, окружающая сердечник, была протестирована по отдельности, unit tested, с пустыми зарядами всего за несколько дней до Тринити и провалилась. Выяснилось, что взрывные линзы сработали не одновременно, и они не смогли бы правильно сжать сердечник. Получается, нам заявляется система запредельной сложности. Финальный эффект протестировать нельзя, классические интеграционные тесты не проведены, частичный тест провален, и все срабатывает идеально. Я всю жизнь работаю в инженерии, и это не то, как устроены сложные системы. Если ты не проверил, считай, что не работает. А если все сработало идеально с первого раза, то это требует отдельного и очень подробного объяснения. То же самое и с первым ядерным испытанием СССР РДС-1. Круг участников строго ограничен. Данные исходят от той же стороны, которая и делает утверждение. Независимая воспроизводимая проверка для внешнего наблюдателя отсутствует. Мы разобрали уже половину книги. В следующем видео перейдем к самому обсуждаемому – Хиросиме и Нагасаки. Если вам откликается такой формат разборов, то поддержите меня по ссылкам внизу.